Меня зовут Дмитрий Пехарт. Я создам любую NURBS поверхность. В предыдущей серии. Multi-Surface Draft. Часть 3. Функции раздела Draft устанавливают положение, направление и длину вектора вытягивания, то есть все возможные манипуляции с вектором вытягивания. При желании мы можем добавить необходимое количество манипуляторов и изменить их ориентацию на плоскостях. При вытягивании поверхности из нескольких кривых, программа Elias Surface предлагает указывать, сколько поверхностей будет создано. Раздел Pick Mask содержит варианты выбора различных типов кривых для их использования в качестве входных данных для построения драфт поверхности. Последний раздел Multi-Surface Draft называется Control Options. В нем доступны параметры взаимодействия поверхностей друг с другом и инструменты проверки этого взаимодействия. Как обычно, воспользуемся инструментами Diagnostic Shade для оценки получившейся поверхности. Один из самых часто используемых инструментов Elias Surface – это инструмент выравнивания или Align. Инструмент Align перемещает или изменяет форму кривой, или поверхности для достижения непрерывности кривизны G1, G2 и кривизны G3. В программе Elias Surface есть два вида инструмента выравнивания – Align и Align 2008. В 2009 году инструмент был выпущен на смену Align 2008. Align 2008 перемещает или изменяет форму двух объектов для достижения непрерывности G1 и G2. Сегодня инженеры, дизайнеры используют оба этих инструмента, так как в Align 2008 доступны ручные манипуляции и возможности для настройки соединений G1 и G2. О главных отличиях и возможностях инструментов выравнивания Align и Align 2008 мы увидим в этом ролике. Пехарт теория. Отличие инструментов выравнивания Align от Align 2008. Соединение со всеми видами контактов. Соединение к ребру. Рассмотрю варианты соединений к ребрам инструментами Align и Align 2008. Воспользуюсь алгоритмом Continuity в инструментах Align и Align 2008. Выбираю инструмент Align и в алгоритме Continuity задаю G0. Выбираю первую поверхность, которая должна сглаживаться. Выбираю вторую поверхность, к которой будет сглаживаться первая поверхность. Переключаю на G1. Переключаю на G2. Переключаю на G3. Переключаю обратно на G2. Отключаю Autoscale G2. Теперь выравниваю поверхность инструментом Align 2008. Выбираю инструмент Align 2008 и в алгоритме Continuity задаю Position, то есть G0. Выбираю грань поверхности, которая должна сглаживаться. Выбираю грань второй поверхности, к которой будет сглаживаться первая поверхность. Переключаю на тангент, то есть G1. Переключаю на Curvature, то есть G2. В Align 2008 нет сглаживания G3. Пронаблюдал варианты соединений к ребрам в инструментах Align и Align 2008. Соединение к изокривой. Рассмотрю варианты соединений к изокривым инструментами Align и Align 2008. Я буду использовать инструменты Patch Precision, Align и Align 2008. Выбираю инструмент Patch Precision. Выбираю поверхность и создаю на ней изокривые. Создаю изокривые на второй поверхности. Теперь выравниваю поверхность инструментом Align. Выбираю инструмент Align и в алгоритме Continuity задаю G0. Выбираю поверхность, которая должна сглаживаться. Выбираю изокривую на поверхности, к которой будет сглаживаться первая поверхность. Переключаю на G1. Переключаю на G2. Переключаю на G3. Переключаю обратно на G2. Далее, выравниваю поверхность инструментом Align 2008. Выбираю инструмент Align 2008 и в алгоритме Continuity задаю Position, то есть G0. Выбираю грань поверхности, которая должна сглаживаться. Выбираю изокривую на поверхности, к которой будет сглаживаться первая поверхность. Наблюдаю, что при выравнивании к изокривой происходит выравнивание только к ближайшей грани поверхности. Переключаю на тангент, то есть G1. Переключаю на Curvature, то есть G2. При выравнивании инструментом Align 2008 грань поверхности не выравнивается по изокривой.
Наблюдаю варианты соединений к изокривым в инструментах Align и Align 2008. Хороший знак, что вы зашли на мой канал. Часто люди ищут и не могут найти надежного специалиста, который поможет в создании современных NURBS моделей. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые серии. И вы узнаете много нового о 3D моделировании. Будет интересно. Соединение к отрезанной кривой. Рассмотрю варианты соединений к отрезанным граням инструментами Align и Align 2008. Для этого воспользуюсь инструментами Duplicate CAF, Transform, Extend, Trim, Align и Align 2008. Выбираю инструмент Duplicate CAF. Копирую изокривые на поверхностях. Смещаю копированные кривые. Выбираю инструмент Transform. Поворачиваю по очереди скопированные кривые. Удлиняю кривые. Выбираю инструмент Extend. Удлиняю одновременно два сплайна. Убираю изокривые. Обрезаю поверхности по кривым. Выбираю инструмент Trim. Выбираю поверхность. Выбираю часть поверхности, которую нужно оставить. Выбираю кривую, по которой нужно отрезать поверхность. Обрезаю вторую поверхность инструментом Trim. Отключаю видимость кривым, по которым обрезал поверхности. Далее буду выравнивать поверхность инструментом Align. Выбираю инструмент Align и в алгоритме Continuity задаю G0. Выбираю поверхность, которая должна сглаживаться. Выбираю обрезанную грань поверхности, к которой будет сглаживаться первая поверхность. Переключаю на G1. Задаю в алгоритме Outer Edge свойство Edge Align. Переключаю на G2. Переключаю на G3. Теперь выравниваю поверхность инструментом Align 2008. Выбираю инструмент Align 2008 и в алгоритме Continuity задаю Position, то есть G0. Выбираю грань поверхности, которая должна сглаживаться. Выбираю грань второй поверхности, к которой будет сглаживаться первая поверхность. Переключаю на Tangent, то есть G1. Переключаю на Curvature, то есть G2. В Align 2008 нет сглаживания G3. Наблюдаю варианты соединений к тримированным граням инструментами Align и Align 2008. Соединение с проекцией кривой. Рассмотрю варианты соединений к проецированным кривым на поверхностях инструментами Align и Align 2008. Воспользуюсь инструментом Move, Project, Align и Align 2008. Выбираю сплайны. Выбираю инструмент Move. Смещаю кривые вдоль оси Z вверх. Проецирую сплайны на поверхности. Выбираю инструмент Project. Задаю в алгоритме вектор Options проецирование по ось Z. Выбираю поверхность, на которую нужно проецировать кривую. Выбираю кривую. Проецирую кривую на второй поверхности. Отключаю видимость начальным кривым, от которых делал проекцию. Выравниваю поверхность инструментом Align. Выбираю инструмент Align. Отключаю ненужные алгоритмы в инструменте и в Continuity задаю G0. Выбираю поверхность, которая должна сглаживаться. Выбираю проецированную кривую на поверхности, к которой будет сглаживаться первая поверхность. Самый легкий способ посмотреть свойства кривой на поверхности – это скопировать ее, посмотреть ее свойства, так как эту копию можно выделять, а потом удалить ее. Контроль свойств проекционной линии нужен всегда, так как он используется в построении. При таком построении, без включения explicit контроля, то есть в автоматическом режиме, поверхность может перенять себе свойства линии и ее спаны. Переключаю на G1. Задаю в алгоритме Outer Edge свойство Edge Align. Переключаю на G2. Переключаю на G3 и добавляю V-degree. Частый вопрос, что такое Position Influence. Это точная настройка притягивания CV. По умолчанию точки CV не притягиваются друг к другу. В случае включения алгоритма Position Influence, CV начнут притягиваться к друг другу от 0 до единицы. Position Influence есть только в Align. Задаю G2 и возвращаю прежнее количество V-degree. Теперь выравниваю поверхность инструментом Align 2008. Выбираю инструмент Align 2008 и настраиваю.
Настройка Alignment Type присутствует в обоих инструментах выравнивания Align, однако в Align настройка Alignment Type содержит только два алгоритма. Это Edge и Project. Alignment Type Align 2008 содержит 5 алгоритмов. Коротко расскажу о них. Алгоритм Default. Выравнивание по умолчанию. Алгоритм перемещает CV поверхности так, чтобы они имели такое же пропорциональное расположение, как и CV целевого объекта. Выравнивание по умолчанию является стандартным и дает наиболее математически правильное геометрическое выравнивание. Выравнивание по умолчанию может показать лучший эффект выравнивания, чем другие типы выравнивания. Алгоритм Align by Project. Выравнивание по проекции. Алгоритм проецирует касательные модифицированной поверхности на ленту касательных целевой поверхности, вдоль их общей грани. Алгоритм Collinear. Выравнивание по коллинеарности. Алгоритм выравнивает халы изменяемого объекта с халами целевого объекта. Это выравнивание позволяет наложить компоновку CV или халов одного объекта на другой, заставляя халы выравниваемого объекта быть параллельными. Алгоритм Directional. Выравнивание по направлению. Алгоритм позволяет контрольным точкам двигаться только в одном направлении. Инструмент Align 2008 пытается найти наилучшие выравнивания, с учетом этого ограничения. Направленное выравнивание полезно для создания правильного визуального выравнивания в одном виде, сохранения выравнивания с помощью кнопки «Принять», а затем повторного выравнивания в другом виде. Когда тип выравнивания по направлению, можно использовать опции «Вектор», чтобы указать вектор, определяющий направление, по которому могут перемещаться CV. Алгоритм Perpendicular to Edge. Перпендикуляр к грани. Алгоритм выравнивает халы модифицируемого объекта под углом 90 градусов к краю целевого объекта. Такое выравнивание позволяет сохранить плавное расположение халов в распространенном случае выравнивания радиальной поверхности по изогнутой кромке обшивки. Выбираю инструмент Align 2008 и настраиваю. Выбираю грань поверхности, которая должна сглаживаться. Выбираю проецированную кривую на поверхности, к которой будет сглаживаться первая поверхность. Выбираю в алгоритме Alignment Type свойство Default и включаю Continuity Check. Переключаю на тангент, то есть G1. Переключаю на Curvature, то есть G2. Наблюдаю, что инструменты Align и Align 2008 выровняли поверхности по-разному. В Align происходит выравнивание G2 по халам. В Align 2008 выравнивание G2 проходит по поверхности. Наблюдаю варианты соединений к проецированным кривым на поверхностях инструментами Align и Align 2008. Алгоритм и результат выравнивания к кривой на поверхности инструментами Align и Align 2008 одинаковы с выравниваем к проекции кривой, так как проекционная кривая — это и есть кривая на поверхности. Чтобы разобраться в NURBS-сплайнах и поверхностях, нужно много времени. Бывает и 10 лет. Хорошо, что вы смотрите мой канал, значит, вы хотите побыстрее разобраться, и я вам в этом помогаю. Соединение к спану. Рассмотрю варианты соединений к спанам на поверхностях инструментами Align и Align 2008. Воспользуюсь инструментом Inset Span, Align и Align 2008. Выбираю инструмент Inset Span. Выбираю грань поверхности и ввожу значение 0,8. Выбираю грань другой поверхности и ввожу значение 0,8. Теперь выравниваю поверхность инструментом Align. Выбираю инструмент Align и в алгоритме Continuity задаю G0. Выбираю поверхность, которая должна сглаживаться. Выбираю спан на поверхности, к которому будет сглаживаться первая поверхность. Далее выравниваю другую поверхность инструментом Align 2008. Выбираю инструмент Align 2008. Выбираю грань поверхности, которая должна сглаживаться. Выбираю спан, к которому будет сглаживаться первая поверхность. Наблюдаю, что при выравнивании к спану происходит выравнивание только к ближайшей грани поверхности. Переключаю на тангент, то есть G1. Переключаю сглаженность в обычном Align на G1. Переключаю на G2. Переключаю сглаженность в Align 2008 на Curvature, то есть G2. Переключаю сглаженность в обычном Align на G3 и отключаю Auto Scale G3.
Наблюдаю варианты соединений к спанам на поверхностях инструментами Align и Align 2008. Еще немного стоит поучиться, и вы, как и я, будете видеть NURBS с поверхности и поверхности Безье во множестве окружающих вас вещей. Соединение к мешу. Рассмотрю варианты соединений к меш-поверхностям инструментами Align и Align 2008. Воспользуюсь инструментами Duplicate, MUF, NURBS to Mesh, Mesh Project CAF, Align и Align 2008. Создаю кривые на меше, к которым буду сглаживаться. Выбираю инструмент Duplicate и копирую грани поверхностей. Смещаю сплайны от граней. Выбираю инструмент MUF и смещаю сплайны. Создаю меш поверхности. Выбираю инструмент NURBS to Mesh. Выбираю верхние поверхности и получаю поверхности меш. Отключаю видимость верхним поверхностям и включаю видимость меш поверхностям. Создаю проекции кривых на меше. Выбираю инструмент Mesh Project CAF и проецирую сплайны на меш. Отключаю видимость сплайном. Выравниваю поверхность инструментом Align. Выбираю инструмент Align. Выбираю поверхность, которая должна сглаживаться. Выбираю кривую на меше, к которой будет сглаживаться первая поверхность. Теперь выравниваю другую поверхность инструментом Align 2008. Выбираю инструмент Align 2008 и в алгоритме Continuity задаю Position, то есть Джина. Выбираю грань поверхности, которая должна сглаживаться. Выбираю кривую на меше, к которой будет сглаживаться первая поверхность. Включаю алгоритм Explicit Control и Continuity Check. Пробую поменять сглаживание другими вариантами. Наблюдаю, что к меш-поверхности инструментом Align 2008 можно сгладиться только G0 сглаживанием. Выбор других вариантов сглаживания не дает результата. Ставлю в сглаженности Align Explicit Control. Пробую менять на другие варианты сглаживания инструмента. Наблюдаю, что к меш-поверхности инструментом Align также можно сгладиться только G0 сглаживанием. И выбор других вариантов сглаживания не активен. В моих видео я говорил, что меш представляет собой полигональную сетку, а проекция на меше – это сплайн первой степени, с большим количеством спанов. Это мы можем наблюдать на выравнивании Align. Чтобы сделать сглаживание кроме G0, нужен коллинеарный хал для G1, хал радиуса для G2 и хал ускорения для G3. У мыша нет ни халов, ни радиуса, ни ускорения. Таким образом, автоматическое сглаживание кроме G0 невозможно. В следующей серии. Отличие инструментов выравнивания Align от Align 2008. Виды смещений в инструментах Align и Align 2008. В инструменте выравнивания Align алгоритм Blending Options содержит два поля для настройки блендинга: Extra CV Rows и Blend Factor. Смещаю CV поверхности свойством KVH Scale. Изменяю Partial Start. Изменяю Partial End. В свойстве Vector выбираю View. Смещаю видовой куб и заново перевыбираю View. Настройка Skew или наклон. При ее включении ребро поворачивается на угол, заданный Skew. При этом ребро остается в касательной плоскости. Изменяю его значение. Кажется, что манипулятор двигается и вверх, и вниз, и в стороны, хотя на самом деле смещение идет только в одной плоскости. Я создал этот канал, чтобы создавать сложные 3D-модели для компаний и предпринимателей, и инженеров, или обучающихся людей. Испытывайте трудности в 3D-моделировании проекта. Обращайтесь по указанным контактам, и я постараюсь вам помочь.